Самаре начинается Нижняя Волга. Здесь всем существом чувствуешь степь с ее перепадами температур, душным летом и пронзительной зимой. Вдобавок, Самара – самый восточный город на Волге, да еще и на левом берегу, где больших волжских городов значимое меньшинство. Здесь традиционное речное пограничье зеркально обращается. Заповедник Самарская Лука – это правая, условно-русская сторона, хотя обычно все пространства последующей колонизации тянутся от левого берега к Уралу, в неведомую даль. Самара – единственный левобережный город, построен как крепость для защиты от кочевников, и это немножко дает ей специфичности. Мы близки вот к степному, к простору, с одной стороны, а другим боком к волжскому простору. И здесь возникает такой феномен, как волжанин. Это общий феномен для всех людей, которые живут на Волге, такой очень сильный волжский патриотизм. Самара имеет огромную привилегию по отношению к большинству волжских городов. Совершенно нетронутый берег, противоположный, до которого 10 минут на лодке. И вот это ощущение, что 10 минут, и ты в совершенно другом измерении, оно очень ценное для нас. Вторая отличительная черта для меня Самары – это наличие совершенно феноменального исторического центра, такого нелакированного, очень аутентичного, со своим духом, образом жизни, своим временем. Здесь время течет по-особенному, и город здесь представлен как такая внутрисоседская, очень камерная жизнь, где люди привыкли договариваться, и где есть такой как бы ритуал, в котором прописаны негласные правила такие, да, где даже конфликты носят ритуальный характер. Наша идеология очень простая. То есть пока человек не собственник, он не является субъектом. У него нет голоса. Собственность – это его голос, да, это его капитал, с помощью которого он может оперировать. Поэтому все проекты по благоустройству, которые мы начали делать с людьми, вернее, они нас попросили это делать, мы начинаем с проекта планировки, межевания, для того, чтобы зафиксировать права, да, где город отвечает, где жители отвечают. И уже потом все эти благоустроительные, как знаю, мейкап я его называю, там, лавки расставить или деревья посадить. Самарский исторический центр с целостным ансамблем зданий XVIII-XIX века и полностью сохранившейся планировкой по-настоящему уникальное явление. И не только для Поволжья. Но этот исторический центр находится в современном российском миллионнике, а значит, является полем столкновения жителей и властей, историков и застройщиков. Есть люди, которые хотят уехать отсюда и ждут еще с советской поры, ждут, когда им дадут терема, невероятные квартиры. А есть люди, которые хотят благоустраивать свои дворы. Надо сказать, что я тоже сюда приехал из тоски по этому старому городу. Я в детстве здесь рос. А потом у моих родителей сгорел дом, мне им дали квартиру на Старозагорье, у леса. Я жил в блочном доме. Но все время мечтал сюда вернуться. Вот. И потом хитростью и обманом уговорил жену продать квартиру. И вот мы купили в этом доме 2 квартиры. И сейчас здесь уже 12-й год живем. Возникла идея мягкой реновации квартала. Все жители в первую очередь получат все свои дворы в собственность, землю получат. И потом начнут потихонечку это все жить, как-то благоустраивать. У нас возникла общественная организация «13-й квартал». То есть цель этой организации – защита интересов граждан квартала. Потому что ситуация сложная была. Застройщики лезут в старый город, сносят все, строят небоскребы. Мы не хотели. И здесь есть люди, такие здравые, костяк, которые тоже не хотят здесь небоскребы, хотят здесь жить, благоустраивать. Я думаю, получится. Но есть у истории с наследием и обратная сторона. Не все упирается в жадность девелоперских компаний. Для многих самарцев жизнь в квартале XVIII века и по уровню бытовых условий напоминает XVIII век. Переезд в стандартную квартиру в 17-этажке обещает жителям исторического центра доступ к базовым благам цивилизации. Тем, которых они лишены сейчас, и которые не компенсируются восторгами историков архитектуры. Мне архитекторы знакомые рассказывают, к нам приезжали голландцы, они восхищались самарскими двориками.
когда экстерьер – это интерьер, когда во дворе сушится белье, играют в шахматы, еще что-то. Но вы подойдите к жильцам этого района, этого двора, этого экстерьера как интерьера, спросите, хотели бы они жить в нормальной квартире. Они сказали «да». Они все мечтают, чтобы из их домов сделали музей, а их переселили куда-нибудь. Вот желательно в этот же район, потому что единственное, почему они здесь живут, потому что это центр. По сути, история и деревянная архитектура интересуют только архитекторов, которые сами живут в новых домах. И туристов, которые приехали из Голландии. Нельзя вот так вот сказать, надо сохранить историю. Надо понять, а что такое история, из чего она состоит, кому это нужно. И, в общем, не являемся ли мы, может быть, даже миссионерами, которые нет, вот надо, вот, чтобы так было, да, но сами мы там не живем. Ну, очень сложный вопрос. У меня нет однозначного ответа. Хотя так я, конечно, за старую Самару, за дерево и за все на свете. Просто я не понимаю, как это сделать, чтобы было приятно людям. Как сделать, да, старую Самару, историческую Самару приятной людям, когда все они хотят жить в 20-этажках с ваннами и горячей водой. С одной стороны, Самара вполне типичный волжский город с обоснованными амбициями, реализации которых мешают мифы о былом величии и привычка к низким доходам. С другой, это уникальное место встречи природы и культуры. Огромное наследство. Такого на Волге больше не найти. Жизнь в сохранившемся центре и в получасе езды от дикой природы определяет самосознание местных жителей. Людей внешне медлительных, но интеллектуально цепких и точно мыслящих. Хотя если природное наследие любить на комфортном расстоянии легко и приятно, то материальная история города в ее нынешнем состоянии остается нерешенной проблемой. Можно ли принести город в жертву приемлемым условиям жизни? Этот вопрос актуален сейчас для Самары как никогда.